В первой части мастер-класса я вязала мысок для таких слитков. Теперь мне надо вязать боковые части с подошвой. Начинайте и вы со мной. Соединительными петлями возвращаюсь к маркеру. Это делаю для того, чтобы не обрезать нить. Три воздушные петли подъема. Эти петли считаются как один столбик. Вот отсюда буду начинать вязать боковые части с подошвой. Вязать буду столбиками с накидом. Каждый столбик нижнего ряда вяжу в столбик с одним накидом. Всего с петлями подъема 37 столбиков с накидом. Довязала до второго маркера. Вязать буду поворотными рядами. Перехожу вязать второй изнаночный ряд. 3 воздушные петли. Вязание поворачиваю. Далее опять буду вязать столбиками с накидом. Боковые части с подошвой вяжу столбиками с накидом. С петлями подъема 37 столбиков с накидом. Так вяжу 8 рядов. От мыска до пятки должно быть 22 сантиметра. Теперь буду вязать пятку. Провязала от мыска до пятки 22 сантиметра. У меня 37 столбиков с накидом. Эти петли разделю на 3. 12 и 12. На средней части будет 13 столбиков с накидом. Вешаю маркер на первые с двух сторон боковые петли. Первый ряд пятки. Петлю перед маркером ввожу крючок и вытягиваю петлю. Эту петлю, где маркер, пропускаю. Во вторую вяжу столбик с накидом. Дальше вяжу еще 12 столбиков с накидом. Последний столбик перед маркером. Всего должно быть 13 столбиков с накидом. Такое количество столбиков на пятке будет постоянно. Ту петлю, где был маркер, пропускаю. Следующую петлю делаю
соединительный столбик без накида. В следующую петлю опять соединительный столбик без накида. И еще в одну петлю соединительный столбик. Всего 3 соединительных столбика в конце ряда. Второй ряд. Первый провязанный столбик, его я отметила маркером, он перед 3 соединительными петлями вяжу туго столбик с накидом. Дальше опять вяжу 12 столбиков с накидом. Всего пяточных 13 столбиков с накидом. Заканчиваю ряд опять 3 соединительными столбиками в свободные петли на боковушках. Вязание поворачиваю на лицевую сторону. Я провязала 2 ряда. Вяжу 3-й ряд, 13 столбиков с накидом. Три соединительные петли. Вязание повернула на изнаночную сторону. 13 столбиков с накидом. В конце 3 соединительные петли. Провязала 4 ряда. Надо провязать еще 2 ряда. Всего 6 рядов. Провязала от начала вязания пятки 6 рядов. С двух сторон у меня осталось по 2 петли. Поэтому провяжу еще 2 ряда, лицевой и изнаночный. Только в конце ряда буду делать не 3 соединительных столбика, а 2. Пятку закончила. Высота пятки 8 рядов. Теперь буду делать обвязку. Первый ряд обвязываю столбиками без накида. 1 воздушная петля, далее столбики без накида.
На боковых частях каждый поперечный столбик с накидом вяжу по 2 столбика без накида. В конце ряда соединительная петля в первоначальную воздушную петлю. Второй ряд буду делать обвязку желтой нитью. В начале ряда 1 воздушная петля, далее все столбики без накида. Заканчиваю ряд соединительной петлей первую воздушку. Третий ряд буду обвязывать коричневой нитью, рачьим шагом. Это такие же столбики без накида, только вязать их надо слева направо. Между столбиками без накида 1 воздушная петля. Получились вот такие симпатичные следочки. Вяжите их для себя или для своих близких. Если не трудно, поставьте, пожалуйста, лайк.